12 советов для горячего копчения. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Несколько полезных советов, которые позволят избежать самых распространенных ошибок при горячем копчении рыбы и мяса в коптильне. Коптильня должна иметь толстые стенки из нержавеющей стали. Это первое, на что стоит обратить внимание перед покупкой коптильни. Обычные железные ящики очень быстро прогорят или проржавеют. Да и с эстетической точки зрения в страшную ржавую и покрытую сажей коптильню, а после первого применения и месяца пребывания в сарае она будет именно такой, помещать продукты питания согласятся немногие. Выбирайте коптильню большего размера, даже если вы не собираетесь каждый раз набивать ее под завязку. В большом пространстве обеспечивается лучший ход воздуха и дыма и более оптимальные температурные условия. Используйте съемный поддон для щепы. Он продлит жизнь самой коптильни и сделает процесс ее очистки после копчения простым и удобным. Перед копчением продукт нужно немножко подсушить, проветрить. В коптильне должно быть как можно меньше влаги, поэтому класть на решетки свежепромытую рыбу или только что вынутое из маринада мясо не рекомендуется. Лишняя влага способствует образованию сажи на поверхности продукта и увеличивает шанс получить в итоге вареный или пареный деликатес. Если щепа пересушенная, ее надо предварительно немного смочить водой и дать ей впитаться. Если вам кажется, что это противоречит предыдущему совету, то это не так. Воды нужно совсем чуть-чуть, не более трети по массе от положенной щепы. Если щепа от свежесрубленного дерева, то никакого смачивания, разумеется, не надо. Более влажная древесина обеспечит более ровное тление. Слишком сухая будет склонна к подгоранию и напустит канцерогенов. Не используйте щепу еловых пород, она добавит горечи. Впрочем, многие рекомендуют к любой другой щепе добавлять веточку можжевельника или сосновые шишки, но это кому как по вкусу. Щепы много сыпать не надо, достаточно прикрыть дно поддона тонким слоем. Перед укладкой продукта на решетке их можно смазать подсолнечным маслом. Удобнее всего это сделать с помощью свернутой несколько раз салфетки. По готовности продукт не будет так сильно пригорать к решетке. Не кладите продукты плотно, между ними должен свободно проходить воздух и скапывать выделяющийся сок. Иначе вы его просто сварите, а открытые для дыма бока покроются сажей. Также нужно следить, чтобы он не касался стенок коптильни, подгорит. Коптите на слегка горящих углях, а не на костре. Оптимальная температура внутри коптильни в районе 300 градусов. В этом случае древесина будет равномерно тлеть и давать нужный дым. Если температуру повысить, то щепа будет подгорать, что приведет к более быстрому ее превращению в угли с выделением канцерогенов. После прогрева коптильни выпустите из нее скопившийся пар. Как только из-под крышки стал просачиваться первый дымок, рекомендуется приподнять ее на пару-тройку секунд, дабы выпустить образовавшийся в коптильне пар. Не ешьте подгорелое и перекопченное. Копченая пища не самый удобоваримый продукт, хотя и очень вкусный. Если в процессе копчения были допущены грубые нарушения, то не спешите подавать его к столу. Сажу с поверхности продукта надо обязательно удалять, подгорелые места срезать, а не соскабливать верхний слой ножиком. Поберегите свой желудок и свое здоровье. И если все правила были соблюдены, гурманы вам позавидуют. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео, напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.